Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Сегодня, как вы могли заметить, я буду комментировать каточку своего подписчика с ником Топне. Он мне ее любезно предоставил, скинул в личку ссылкой с Google диска и написал следующее. Саня, ты получишь зрительный эмоциональный оргазм. Я такой, ого, значит, что-то будет интересненькое такое. Ладно, если что, это, короче, додумал, а то сейчас Топне напишет. Я такого не говорил. 100%. Кстати, мне, если что, до сих пор тяжело как-то говорить какие-либо эмоции и тому подобное, потому что, как я уже говорил в предыдущем ролике, у меня вокруг рта... Ну, короче, у меня какая-то есть проблема с кожей, и сегодня вот в этот день, когда ролик выйдет, я иду к дерматологу, и надеюсь, мы выясним причину. Соответственно, я уже начну ее лечить, потому что максимальный дискомфорт, мне максимально сложно разговаривать, ну, на самом деле, нам эмоции показывать, а не то, что разговаривать, а именно эмоции показывать. Ну и, соответственно, вы слышите мой голос, он не такой, как обычно, потому что я стараюсь максимально его спокойным и нейтральным сделать. Потому что если я буду делать его не нейтральным и не спокойным, то я боюсь, у меня разорвется рот. В общем, еще хочу сказать следующую информацию. Ребят, осталось совершенно немного до 2000 подписчиков, поэтому поддержите меня. Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Мы наконец-то достигнем в отметку 2000 человек. Поэтому, ребят, осталось чуть-чуть. Кто не подписан, подписываемся. А кто хочет меня просто поддержать, то быстренько поставь лайк под этот ролик и оставь свой комментарий от 3 слов. Говорят, что от 3 слов, типа, работает... Работает как бы SEO-оптимизация, короче, ребят. Говорят, что это работает, это помогает, это продвигает. И на самом деле лайки 100% продвигают, просмотр видео 100% продвигают. То есть, ну, множество таких моментов, которые продвигают этот ролик. Поэтому, ребят, так как многим данная рубрика нравится, я хочу, кстати, вам спросить следующее. Мне прислал еще один человек каточку, она лоу-ранговая, там ладья 5 или ладья 4, что-то типа того. Как вы смотрите, если я ее прокомментирую? И еще один момент, я хочу, чтобы вы мне в комментариях написали. Так как у меня есть чуйка какая-то, знаете, вот некоторая внутри чуйка о том, что в скором времени выйдет патч, и у меня, ну, много контента с текущего патча есть. Я его отснял, откомментировал, все как надо. Как вы смотрите, если я буду по 2 катки в день выкладывать? Одну в 12 часов, одну в 6 часов. Что вы думаете на этот счет? Напишите в комментариях. А также меня просили, когда я комментирую чью-то каточку, то рассказывать, как тот или иной предмет работает. Как, ну, почему именно так взял, почему то, все, короче. Ну, ребят, постараюсь, не обещаю, потому что я хочу сам вникнуть в эту каточку, хочу насладиться ей, эмоции. Ну, я, в принципе, кайфую от того, когда мне скидывают какую-то каточку, я просто могу так вот сидеть, сложа руки за головой, и просто кайфовать от того, что происходит здесь. Тут в этой каточке я вижу как минимум 3 ферзя, включая топ-не. Поэтому каточка как минимум должна быть хорошей. Ну, естественно, мы все прекрасно знаем о том, что ферзь не ферзь, ферзь не ферзь. Тут уже кому как повезет. Он со старта хочет себе поставить баф людей и хочет со старта поставить баф мехов. В принципе, неплохая тема. Классно. Кстати, спасибо, что ты статистику сейчас показываешь. Опа, пандочка. Пандочка, что, будешь испытывать удачу? Кстати, мне ответила техническая поддержка о том, что если вы берете 4-лиственный клевер и закидываете ее в панду, то вы повышаете себе шанс выпадения панды. Ну, не панда, естественно, а вот этот просто у вас, короче, там будет не 8%, а если все перемножить, то у вас будет 10% на шанс срабатывания этой панды. Ага. Вот, видите, сейчас использует эту механику. Я думаю, что он узнал ее о ней в моем телеграм-канале. Если что-то в комментарии напиши, то мне ты узнал это с телеграм-канала или как. Поэтому, ребята, кто не подписан на мою телегу, подписывайтесь. Там можете позадавать вопросы как в чатике комьюнити, так и в целом можете для себя что-то подметить. Плюс я там пишу стримы, обновления игры, когда там выходит. Короче, множество полезной информации, никакого спама. Спам редко, но, скажем так, по делу. По делу. Вот. Ему как-то... Честно, я вот сейчас вот смотрю эту каточку, ему неплохо охотники идут. У него, кстати, из-за того, что монитор 21:9, блин, такое ощущение, что это как бы... Эта игра под 21:9 монитор не подходит. Ну, что-то у меня такое впечатление, потому что, смотрите, когда он открывает статистику, ну, слева такой кусок и справа такой кусок. Хотите прикол? Я показывал только что вправо и говорил влево, а показывал налево и говорил вправо. Лайк. Блин, как же тяжело смеяться, боже. Кстати, Call Me Papa. Что-то такой знакомый ник, где-то я его когда-то видел. По-моему, когда-то мы с ним махались чисто, ну, по-жесткому. Кстати, я забыл прокомментировать. Тут неплохие легендарки, тут неплохие реликвии.
Тут есть легендарка импресска, есть тролль, пятерочка, есть, в принципе, мехи. Жалко, конечно, что ему не выходит сейчас баф людей. Если он выйдет баф людей, будет вообще шикардос. На самом деле, я уже не раз говорил то, что если... О, пинг. Наша любимая, 600 пинг. Вкусненько. Тролли. Короче, легендарки здесь на самом деле классные. Есть импресска, есть тролль пятерка, есть вертолетик, есть варлок. То есть тут можно себя раскрыть по полной программе. И мне вот интересно, как он и будет раскрывать. Он мне особо ничего не писал, сказал, что каточка вот такая. Поэтому давайте посмотрим на эту каточку. На самом деле, я буду сейчас поспокойнее разговаривать, потому что слишком много воздуха теряю. И потом вы слышите вот этот звук. И тут должен появиться комментарий. Я понимаю, что воздух бесплатный, но наглеть не надо. Кстати, какая же удобная штука этот боевой пропуск. У него, если что, слева, видите, возле людей, которые вот галочки ставятся, это те люди, которые приходили и в дальнейшем ему не придут, если только кто-то там не вылетел и, соответственно, зеркало может прийти. Вот такая вот полезная тема, можно ее юзать. Кстати, ставит одного жреца наперед, одного жреца назад, чтобы максимально быстро снесли первого жреца и второго. То есть, ну, на пару тычек это, ну, это короче, реально. Это влияет, это жестко влияет. Марса собирает. Потому что там у него, видите, еще два чувака, которые играют на лустрике. На самом деле, вот так вот, когда играют еще несколько человек на жрецах, это... Ну, это жестко. Это настолько иногда руинит, что ну его баню. Кстати, прикольно стильно Риттера у него там с боевым пропуском. Но можно юзать лайфхак. Если, конечно, те чилы не мониторят, то можно юзать лайфхак. Можно вот этого жреца одного, который щит накидывает, либо который хил накидывает, ставить вперед. Он умирает, соответственно, быстрее, чем другой. Ну, тоже там, короче, можно немножечко там поюзать темку, что можно убить этого жреца намного раньше. Ну, он решает... Так как осталось там реально два жреца. Сейчас ему по-любому придет не тот жрец. А не, жрец пришел. Но тут он мог поставить себе гритер. Точнее, мог жрецов поставить. Но... О, Марс пришел. Блин, интересненько, что он такое собирает. Можно, кстати, здесь и через аптечку играть. Может, через шлем... Ну, шлем Ареса не... О, сейчас. Сейчас перейдем к тому, что я хочу сказать по поводу шлема Ареса. Вот такая вот тема. Сейчас, секунду. Поговорю немножко по поводу жрецов. Тут чел по какой-то причине выставил гримтач, непонятно по какой. Непонятно, что он там делает. Тут то ли у него будут боги-орки, то ли что. Но один точно богов-орков собирает. Посмотрим, что дальше будет. И вот смотрите. Сейчас у него остались, по сути, два противника. Один жрец и один не жрец. И вот он сейчас выставляет просто панду, чтобы, ну, мало ли, повезет, не повезет. Повезет, придет, повезет, не придет. Не повезет, точнее, не придет. Вот. Видите, а вот этот чел на жрецах он поставил в бок. И тоже неплохая тема, потому что чем раньше нанесется первая тычка двух персонажей, тем, соответственно, тот выиграл жрец. И так можно, знаете, выставлять своего жреца вперед, одного назад. И таким образом, когда тот жрец получит первые две тычечки, то, соответственно, ваш жрец умрет раньше, и вы сможете себе аптечку завязать. А лучше вообще просто убрать ничего, ну, все убрать со стола. И либо же это будет ничья, либо же это будет, соответственно, ваш проигрыш, и вы, соответственно, получите свою эссенцию. Так, ставят воинов с орками. Неплохо. Не, все-таки богов решил поставить. Окей, окей. Ну да, неплохо ставят. Неплохо. Я думаю, мобов он вытащит. Марс неплохо дамажит двойку. Мобов он вытащит. По экономике у него все замечательно. Единственное, что он сразу баночки как бы поюзал. Но это уже его уже выбор, как он юзает баночки. Хочет сейчас юзать, хочет потом юзать. Я лично потом юзаю, потому что, может быть, я буду играть через богов-орков. И, соответственно, я потом лучше баночки поюзаю. А может, у меня будет все настолько хорошо, что у меня эти баночки останутся. И я потом под метаморфозой себе хп восстановлю. Ну, короче, я выбираю путь не юзать эти баночки. Когда-нибудь я вам покажу, почему не юзаю баночки. Когда-нибудь такая каточка будет. И вы, соответственно, ее лицезреете, когда, знаете, в лейте останется вы один на один, у каждого лоу хп, вы такие 10 баночек чисто. Неплохо. Клевер сработал. Кстати, кабанчиков ставит. Ну, он думал, что поставить, короче. Вот сейчас, знаете, у него замешательство. Что же сделать? Что же такое сделать? Как же так все поставить? Вот таким вот образом хочешь поставить, да?
2 панды оставляет, это неплохо. Клевер оставляет, все нормально. Окей. То, что ему хитрец со старта пришел, это прям то, что доктор прописал. Еще один клевер. Но это чисто для того, чтобы синергия кунг-фу сработала, я так понимаю. Потому что я думаю... Или же нет. А ну-ка, давайте посмотрим. Марса продал, чтобы выйти в инкам. Хорошо. Кабанчиков пока не обузил. Думаю, сейчас начнет обузить и выходить в уровень. Да, сейчас юзает кабанчиков перед началом следующего раунда. Смотрите, сейчас раунд обновится, и кабанчик получит +1. А ну-ка. Да, получил кабанчик +1, хорош. Все. Отлично. Отлично, шикарно, замечательно. 2 кабанчика смог заобузить таким вот образом. Да, кабанчик на поле боя не ставится. Не хочет. Ну все, он теперь будет их растить, чтобы потом на убой отвести. Вот такая вот судьба кабанчиков. Просто отвести их на убой. Интересно, что же будет дальше? Я вот на самом деле не уверен, что клевер работает в 2 панды. В одну точно работает на синергию панд, но вот чтобы в 2 работало, этого я не в курсе. Надо, кстати, будет написать техническую поддержку и спросить, будет ли работать клевер, если закинуть в 2 панд. То есть я имею в виду, тоже шанс выпадения фигур повысится или нет. Но это было бы слишком имбово, если бы он повышался. Если это действительно так, то это жестко будет. Вы прикиньте, вы берете 2 клевера, закидываете в каждую панду, и в каждой панде шанс выпадения фигуры повышается. Ну, по-моему, это имбово как-то. Короче, не знаю, напишите в комментах, что вы думаете на этот счет. Мне кажется, это слишком имбово. Мне пока что совершенно непонятно, на чем он будет играть, потому что, я же говорю, я не спойлерю для себя, потому что мне интересно получить живые эмоции от катки, нежели я уже буду знать исход. И, кстати, если кто-то хочет, чтобы я прокомментировал его каточку, то, ребят, в Телеграме, в чат канала зайдите, спросите, я вам перекину запись, где я писал все подробности, все, что надо для того, чтобы я откомментировал вашу каточку. На самом деле условия простые. Никакого чата, то есть не переписывайтесь в чате, потому что я не хочу смотреть, знаете, вот эти вот чатовые баталии. Ну, мне это не интересно, и думаю, зрителям тоже не особо будет интересно, когда половина экрана будет закрыта чатом. Если бы он там, знаете, как-то аккуратненько этот чат открывался внизу, то, в принципе, еще можно было бы с чатом. Никакого микрофона, то есть без ваших комментариев и никакой лишней музыки. То есть, чтобы просто был один звук игры. Потому что если будет какой-то там звук левый, то, соответственно, это будет... это, возможно, повлияет на авторские права и т.д. и т.п. Короче, я думаю, вы все прекрасно понимаете без меня. Поэтому, ребят, кто хочет, чтобы я откомментировал вашу каточку, действия вы знаете. Кто не знает, то заходит в телеграм-канал, спрашивает в группе, и я, соответственно, кину вам ссылочку. Группу я читаю, и комментарии я тоже читаю. Так, что мы видим по каточке? Я вижу, там один жрец собирается и один эльф собирается пока что. Его билд я пока что не знаю. Ему пришло 2 панды, но я думаю, через панд он играть не будет. Баф людей ставить пока что не хочет, потому что ему не хватит уровня. То есть, не уровня, а ему не хватит стола. Если бы у него сейчас был 8 уровень, то он бы поставил себе еще 3 людей. Но из-за того, что у него 2 панды, как-то так. На самом деле, вот мне интересно, а как клевер работает на синергию панды сейчас? Она же и 1-го уровня, и 2-го уровня. И она не Пиво во все лицо тебе, а не нормальную панду. Ну, уровень брать. Да, брать уровень. Да, 8-й хорош. Сейчас выставит стол. Я думаю, может из инкама немножко выйти. Пивная панда — это то, что доктор прописал, ребята. Пивная панда — это залог успеха. Раз пивная панда пришла, то что? То правильно, то все замечательно. Делает вот такую вот расстановку, чтобы собаки прыгнули за спины. У него была самая комфортная расстановка, чтобы его фигуры дальнего боя не перескочили, короче, и тому подобное. Короче, сейчас он делает грамотную расстановку, чтобы собаки прыгнули назад, и у него все кучно стояли. Вот смотрите, сейчас получится или не получится. Ах, тварь, перепрыгивать начали. Это плохо. А, не успела. Успел. Хорош. Отлично. Вот видите, они сейчас все находятся кучно. Сработал хил жрицы. Омник туда захилил. То есть все пока что у него нормально. Но на самом деле, если сейчас ваншоты не сработают, то он может мобам откиснуть. Не, ваншоты сработали. Хорош. Ваншоты от синергии кунг-фу сработали. Клевер работает. Клевер работает на максимум. Даже клевер работает. А ты работаешь? Ой, ой, чуть рот не порвал. О! Пиво!
Я так понимаю, он через кунг-фу хочет играть, потому что он покупает себе пивную панду. Если бы я играл, я бы не покупал пивную панду. А чё не баф людей? Так, а ну-ка, он же сейчас, я надеюсь, покажет список людей, статистику, кто там. Почему, как бы... Почему так? А почему не баф людей? А ну-ка, что ты ищешь? Дискорд неплохая тема. Вот эта вот тема, она, если что, в радиусе 3 клеток понижает магическое сопротивление на 25%. Это сильно, это мощно и снижает на целых 10 секунд. Это добротный такой дебаф. Ну подожди, если раз, два... А, места не хватит. Тьфу ты. Ему ж панда пришла. Я что-то сам, ну... Мог бы сам подумать своими вот этими вот мозгами куриными. Я просто что-то подумал, что у него 9 уровень, не 8. Так, Call Me Papa сбил винстрик. Там у чела с ником Beast 11 винстрик. Я хочу подметить одну тему, то что ему так, ну, неплохо сыпят по баночкам. Очень неплохо. В плане по хпшке. То есть он юзает баночку, и почти в среднем каждая баночка ему восстанавливает чуть ли не по 4 хп. Охренеть? Охренеть. У него почти все свинки по 5 монет стоят. Одна свинка только стоит 4 монетки. То есть, по сути, через пару раундов он выйдет в 10 уровень уже. То есть он распродаст всех свинок и выйдет в 10 уровень. А, не. Не успел. Если бы чуть-чуть раньше решился на это действие, то он бы поставил себе еще баф людей. Но в конце подумал, в конце уже сделал. Надо было уже потерпеть тогда раунд. Я так понимаю, я думаю, что он хотел успеть, но не успел. Боже, сколько ты ему минус сейчас дашь? Минус 11, боже, вы прикинь, вот это вот древесное... Вот как назвать этого типа, который так жестко суммонит? Вот это вот древесное тело пришло и на все лицо дало. А что будем дальше делать? Ну-ка, уровень. Не, ну в принципе можно брать уровень, почему нет? Кабанчиков ты можешь еще оставить, они тебе пригодятся пока что. Ты сейчас поапаешь там немножко. Жалко ему, конечно, аптечка священника не упала. В идеале, ему, если упала аптечка священника, я думаю, он даже больше получил. То есть он больше бы по уровню получил. Что ж ты будешь делать? Мне уже самому интересно, пока что вообще ничего не понятно, что он хочет делать. Так, один маг. Один рыцарь, один... Короче, один почему-то собирает богов-чернокнижников. Непонятных, они ж не работают. Один Дум законтрит всех богов-чернокнижников. Ну ладно, окей. Опустим этот момент. Опустим этот момент. Короче, здесь что я вижу по этой катке? Я вижу 100% зверя-суммонера. Это первое. А имбалансного антимага... Конечно, имбалансного антимага мы не пропускаем. Если хочешь выйти из такой ситуации, то балансного антимага нужно брать. Я бы ему даже, если что, предметы подкинул. В идеале, если ему еще упадет на 20-м раунде либо же мастерская бума, либо же метаморфоза. То есть, если он хочет себе восстановить хп, то в идеале это метаморфоза, чтобы ему выпало. Было бы вообще шикарно. А ты не хочешь, ну, антимага поставить вместо цветки? Вот что он хочет сделать. Все. А я-то думаю, сижу, почему он цветку поставил? У него есть псевдонадежда, что сейчас с пандой ему придет цветка легендарная. Но я бы так не надеялся. Так, рыцарь 100% откисает, если он не перестроится. Самый жесткий здесь охотник. Вот заметьте прикол. Даже он сейчас играет. И ни один чел не собирается контрить этого охотника. То есть, ну, не знаю, как у вас, если что, напишите в комментарии, если у вас такая же тема. Только я соберу охотников, против меня 3-4 сразу воина. Сразу же. Не через пару раундов. Опа. О! Дабл эффект, понимаете? Он пикнул, я кайфанул и кайфанул. Так, но это уже интересно. У него есть 2 эмпрески. Каковы дальше действия? Так, сейчас мобы ставят 2 эмпрески. Так, все. Он будет играть через цвет. Но как он будет играть через цвет? Продал жрецов, но как по мне рано ты продаешь жрецов. Еще непонятно, сможешь ли ты выпутаться из этой ситуации. Так, керит цветку. Это что-то интересное. Цветку керит. Но жрецов, как по мне, рано продал.
Ему в идеале сейчас найти метаморфозу. Найдет метаморфозу, он восстановит себе еще больше хп. Будет прикольно. Но только если ему хорошо сейчас по фигурам придет. Кто вдруг не знает, как работают две цветки. Объясняю, смотрите. У вас появляется иллюзия цветки, одна вторая, и все иллюзии получают ваши шмотки. У Impress Light опять пиво. Так, сейчас, я продолжу, секунду, я хочу посмотреть просто на это. Хорошо, и пивная панда, ну, без пива никуда. Пиво на все лицо. Варлок пришел. Короче, вдруг кто не знает. Я хочу посмотреть, сейчас он реликвию возьмет, а после этого я продолжу. Что за реликвию ты хочешь взять? Мне вот интересно. Мету или шлем? Мету. Хорош, хорош. Смотрите, он сейчас взял мету. Теперь, когда он будет побеждать на своем столе, он будет получать... будет себе восстанавливать хпшку от нанесенного урона по вражескому шахматисту. На своем столе это 40%, на вражеском это 20%, по-моему. Если что-то в комментариях меня поправьте, вдруг, если там проценты потерял. Точнее, хороший там Monkey King. Скилловый тролль. Скилловый тролль пятерочка на 9 раунде. На 9 уровне. Короче. В комментариях меня, если что, поправьте по поводу меты. На своем столе 40%, на вражеском 20% ты получаешь. От нанесенного урона по вражескому шахматисту. По-моему, правильно. Опа, хорош. Сколько? 8 хп. Да, нет, наоборот. Наоборот, на вражеском столе ты получаешь 40%. На своем столе ты получаешь 20%. По-моему... Короче, поправьте меня в комментариях, если что. Что-то у меня совсем мозг поплыл. Кстати, хорош. Ждет. Ждет, чтобы заобузилась свинка плюс одну монетку. Мне на мгновение показалось, что он продал. Не получилось. Не выросла у него свинка. Ну ничего страшного, сейчас ролится. Так, провидца берет, хорошо. Вертолетик. А нужен ли тебе вертолетик? На самом деле я вертолета бы не брал. Ну типа смысл от этого вертолета? И я бы на его месте перекинул бы сейчас предметы в антимага. У него бы появился антимаг дубликатовский с предметами. Короче, вдруг кто не знает, как работает синергия ци. Ты его вынесешь? Ты его вынесешь? А что? Ребята, чисто бабки сюда. Кучу хп. Ну не кучу хп, но довольно-таки огромную часть хп он себе восстановил. Красавчик. Опа, 2 цветки. Опа, 2 провидца. Хорош. Но это камбэчное, все. Сейчас все будут нюхать. Хорош. Хорошо ему сейчас пришло. Такой, знаете, такой увесистый ролл ему пришел. Ладно, да расскажу, как работает синергия цвет все-таки. Наконец-то, с третьего-то раза, я думаю, сейчас да расскажу вам, как работает синергия цвет. Ваш дубликат, который будет появляться, вот эта фиолетовая фигура, будет иметь все аналогичные шмотки, которые есть в вашей фигуре. То есть, у вас есть, допустим, антимаг, вот один, второй. Вы закинете все предметы в этого антимага, и вы получите еще одного дубликата со всеми этими предметами. Работает только при фуловой синергии цвет. Это прикольная тема, когда у вас появляется 2 огромных дубликата. Это вот такая вот тема. Что делает Эмпреска? В Эмпреске появляется иллюзия. Это суммон. Но этот суммон активирует все ваши предметы, которые есть в оригинале. Так же самое и дубликат. То есть Эмпреска это классный персонаж. Ну это чисто... Вы видели? Вы это видели? Он чилу только что минус 31 снес. Я думаю, там чел такой сидит, такой с отвисшей челюстью. Чё? А чё? Можно не на лицо? Клевер, еще один. Да бери еще один клевер и в еще одну панду закидывай. Почему нет? Monkey King. Ну, Monkey King не берет. Там, короче, у него жесткий опасный чел. Это чел на суммонах. На инсектоида, кстати, то, что я говорил. Видите, он за мету себе восстановил 24 хп. Круто? Я считаю, очень круто.
Антимага не спешит апать, но я бы тоже и не спешил апать антимага. Пусть у меня будет лучше побольше фигур. Антимаг это не имбалансная фигура ни в коем случае. Он просто ваншотнул мортретку, если что. Вот этот инвокер только что шотнул мортретку. Минус еще один. 10 хп восстановил. Да, все, на вражеском столе ты восстанавливаешь себе 40%. На своем столе ты восстанавливаешь себе 20%. Круто, круто. Он сейчас топ-1 по хп. Стол у него, конечно, ну, сборная солянка, отвечаю. Стол продал? А чего? Не поверил? Но я думаю... Знаете, как он может сейчас играть? Я уже так подумаю, что он будет играть через дубликаты. Он будет играть через сильные дубликаты. Только вопрос, какие? По идее, здесь есть тролль. Здесь есть варлок. Есть импреска. Можно играть тупо через импреску даже. Он собирает чистый урон к ней, собирает троллей. И там наваливает движа, будь здоров. Клятва гнома. Интересно, а если сделать импреску с мантией короля, будет ли работать это на импреску? Чекай сначала, кто там у тебя, ну чё ты? Ух ты, тролль. Ой, как ему хорошо цветы идут. Он хорошо почувствовал вот эту нотку, там, где ему цветы идут. Но я бы посмотрел, кто там играет. Как по мне, вот этот Call Me Papa, он будет играть через магов. Я просто припоминаю, он все время играет, по-моему, через магов. Вот этот вот челик, который Call Me Papa. Я бы на его месте посмотрел бы все-таки, кто там. Потому что, ну, как бы... Но хочу отметить, ему хорошо фортунуло по фигурам. Так, панды продал. Естественно, я бы на его месте тоже это пивасик этот продал. А может брошку? Нет. А почему ты брошку не скипнул? Мантия! Ох-хо-хо. Я в шоке. Не, ну я бы тролля на самом деле поставил. Вместо вертолета бы я тролля поставил. А, подожди. Все, до меня дошло. У него, я такой думаю, ему же надо тогда снайпер будет в билде, все такое. А у него вертолет стоит. Я забываю все время, что вертолет это гном. Все, у него все четко, у него все замечательно. Вы просто посмотрите, как он просто вытирает обдихное есть сейчас. Апнул антимага. Поставил двух таких типочков. Хорош. Короче, это я дурак. Это я дурак. Я подумал, что вертолетик это не гном. А у него все красиво. У него все замечательно, у него все шикарно, все прекрасно. Фулл тролль и фулл инсек. И маг. Вот я бы на самом деле против мага подумал. Но сейчас посмотрим, как он против мага будет играть. 2 инсектоида, кстати. 2 инсектоида. Вот инсектоиды будут занозы в одном месте. Особенно вот этот чел, который 2 Манки Кингов нашел себе. 2 звезды. Это будет жесткая заноза. А еще он варлока нашел, кстати, вот этот маг. Не, ну у него посоха 3-го тира нету у этого мага, поэтому абсолютно плевать. Пока чел не нашел себе посох 3-го тира, то на этого мага можно вообще болт такой поставить, ну, положить, прям громеднейший болт. Кстати, вдруг кто не знает, об этом не писали в комментариях, поэтому я говорю вам, потому что я делаю такую ошибку. Надеюсь, что вы посмотрите мой ролик сейчас и тоже перестанете делать эту ошибку, потому что я как бы на свой момент это взял, но без отхила, конечно, ему полная г. Здесь же антимаг затащит. А ну-ка, не имбовый антимаг, покажи свою мощь. Покажи мощь, говорю. Силушку покажи. И мага вынес. Хорош. Что мага вынес, что его вынес. Короче, импреска. Если у вас вдруг есть импреска первого уровня, второго уровня, без разницы какого уровня, если у вас есть импреска, то если вы кидаете ей арканцы, то будет 3 пары арканцов. Возьмите себе это на заметку. У вас будет 3 пары арканцов. Появится дубликат, появится иллюзия. Все они будут со шмотками. И, соответственно, все 3 пары арканцов юзнутся. Это плюс 60 маны. Или 90 маны. Если что, в комментариях поправьте. Я точные цифры не помню, сколько арканцы дают. Вот такая вот тема. Я эту ошибку делаю часто, потому что я как-то за этот момент вообще забываю. Поэтому я надеюсь, вы эту ошибку делать не будете. 2 инсектоида там такая заноза в заднице. У него сейчас 96 хп благодаря мете. Я думаю, он сможет их передушить. Ему не хватает для вот этой импрески, не хватает рога войны. Если что... О, ну все, началось. Все, началось. Началось это вот душнилка.
О, палка. Не надо балансить палку, ребят, не надо. Сейчас, смотрите, палка вечная будет. А, не, передушил. На мгновение мне показалось, что он перешил. Передушит его. На мгновение. Короче, хорош импреска. Но он и на самом деле он может... Вот это... Не, ну так 3 пары будет, а так 2 пары будет арканцов. Короче, ему бы, ну, возможно, как бы я сделал. Я бы, наверное, импреску с середины бы убрал, поставил бы ее в угол, потому что у него есть гномья брошка. Гномья брошка работает на каждый его дубликат, на каждую его иллюзию. Я бы поставил ее в угол. А арканцы я бы отдал бы в мипаря. Да, там было бы 2 пары арканцов, а не 3 пары арканцов, но тем самым он уменьшает себе шанс на то, что на него будет палка накидываться. Хотя, я думаю, и так будет палка накидываться. Не бы мы на самом деле Варлока найти. И Рок войны, если бы он упал, это было бы вообще шедеврально. Хотя может... А что ты лук, кстати, не перекинешь? А, ну у тебя дальности атаки и так хватает. А, не имбовая палка. Убили они Манки Кинга, все, проблем не будет теперь. Теперь проблем-то не будет. Если ему сейчас цвета еще, кстати, в тройку придет, какой же это будет кайф. Как же он душит? Просто у него 100 хп. Все хп, которое он потерял, он себе сейчас восстановил. Тупо играет без билда. Восстанавливает 1,8 жизни вашим шахматистам. Да, кстати, ребят, если же у вас полностью все хп занято, вы выигрываете раунд, то вам прилетает вот такая вот баночка. И она, если что, от 1 до 8 хп регенит. У жрецов от 1 до 6. Интересно, что же будет дальше? У него там реально есть 2 противных инсектоида. Ну, маг отлетает, он уже там, у него 14 хп, 2 инсектоида его сейчас вдоль и поперек высушит, и полюбят его. И вперед, и сзади, и спереди, и сзади будут любить его по полной программе. На магах ты не можешь играть, если у тебя нет посоха 3-го тира. Все, если тебе посох 3-го тира упал, то ты красавчик. А Варлока можно, типа? И цветку еще. Еще одну цветку. Ой, Энигма хорошая. Энигма, кстати, хороша будет. Антимага еще. Спектру не берет, правильно. О, все. Все. Вдруг кто, ребят, не знает. Если вы собираете цвету за 3 монеты, еще 2 антимага ставят. Кайф? Кайф. Я считаю замечательно. Вместо Варлока поставь его. Не? Ну ладно, в принципе, why not? Эмпреска слишком сильная. Особенно, у него сейчас, видите, у него цепочка там в ней. И будет 3 цепочки активировано. То есть 3 персонажей он вырубит на 5 секунд. В общем. Спектра. ГГ-герой. И вдруг кто не знает, как цветка работает. Вот когда вы ее собираете в 3 звезды, у вас появляется еще одна цветка в 3 звезды. Это механика этой цветки. Это мипари с доты, поэтому когда вы ее собираете в 3 звезды, вы получаете ее в 3 звезды. Тролля продал. Ну ладно. Что-то тебе упало. Жезл Киры, фрукт и волшебный эликсир моря. А ну-ка давай, посмотрим. Провидца оставляет, но я бы на самом деле Энигму бы оставил. А чё маг такой жесткий? А чё маг такой жесткий? А чё маг такой жесткий? На 3 хп выжил. О! Одна импреска хорошо, 2 лучше. Вместо кабанчика. Не знаю, я Варлока... Куда ты продал? Не хочешь? Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Прикиньте, ему сейчас импреска придет. Прикиньте, он импреску соберет в 3 звезды, а? Но тут очень жесткий вот этот вот спамер на инсектоиде. А этот О, вот этот смазка — это проблема. Это будет заноза в одном месте. Как же ты будешь выкручиваться? Чел играет через Лину вообще. Драгон Найта собирает. Но вот этот вот Кулми Папа решил сыграть, я так понимаю, по необычному. Я думаю, если искать, то искать уже предмет
Последнего тира, не? У него хорошие предметы сейчас. Очень хорошие предметы. Единственный минус в том, что все кучно стоят. Но до ТМК они его задушат. Я бы, наверное, даже вот этого вертолетика вообще выкинул бы в сторону куда-то. Он не такой уж и мощный. А ну-ка. О, сразу фолловая мана, видели? Ребят, обустим преску. Обусти по полной программе. А, ну этого инсектоида вроде... Уйди со своей палкой, твари. Это если что, у него, по-моему, маска 5-го тира. А, фартануло, все. Хорош. Хорош. Все, он его сейчас душанет. Хорош. Жестко. Вот так вот его надо. Все, маг вылетел. И ты вылетишь. Вылетишь. У, две импрессочки сюда. Правда, ему такой мусорный герой упал. Две импрессочки это хорошо. Это мы... патруль. Я бы на самом... Не, ну может быть и хорошо, что он тролля скипнул. Ему бы варлока сюда. У него сейчас две жесткие импресски. Это хорош. Вот он, кстати, не делает такую ошибку, которую сделал я. Он, если что, ставит грамотно импреску. У импрески сразу юзается три пары арканцов. И, ребят, тоже обустите эту тему, если вам пришла импреска. Там будет не один предмет заюзан, а 3. Я эту делаю ошибку. Я просто забываю за это. Ну, у меня... Короче, я забываю за это. Так, отлично. Фулмана сразу сюда. Видите, у него цветка сразу прыгает. Я вообще за эту тему, на самом деле, забываю. Спасибо, что у меня такие подписчики внимательные. Они все время мне об этом напоминают. Я постараюсь исправиться в этот момент. Ну вот, неимбалансная тварь на Манки Кинге. Серьезно. Короче, как нужно забалансить эту игру? Манки Кингу сделать таким образом, что его палка не будет стакаться от задетых фигур. Это первый момент. То есть, он, смотрите, он сделал 3 тычки, кинул палку. И стан на 3-м уровне сделать 1 секунду максимум. Потому что, ну извините меня, когда у тебя стан 2 секунды, Манки Кинг без шмоток может спокойно себе настакать эту палку. Поэтому 1 секунду это баланс. И так же самое касается антимага. Ему добавить КД. Хотя бы 5 секунд на всех уровнях. Все, 5 секунд добавляете, и он уже не такая имба, как сейчас есть. Не знаю. На самом деле у него сейчас ситуация, ну, грустненькая чуть-чуть. На самом деле, если он откиснет топ-3, это будет жестко обидно. Но я думаю, они с инсектоидом ничью сыграли. Ну, возможно, скипать тролля это была ошибочка, как по мне. Но на самом деле он может перестроиться. Только в какой билд? Гритеры? А в гритерах он не сможет сыграть. На гритерах он сыграть не сможет по той лишь причине, что у него как бы цвет. Он играет через импреску. Как мы можем поступить в таком случае? Ну, ему нужен жесткий прокаст, как по мне. То есть ему нужно еще одного провидца собрать в 2 звезды. И 2 варлока радистанов. Либо же ему нужно 2 тролля в 2 звезды. Когда у него будет 2 тролля в 2 звезды, он просто перекинет шмотки, и у него он топорами просто задушит все и вся. Так, хорошо, поехала цветка. Души, тварь. Ой, нет, там МК в 3 звезды. Ой-ой-ой. Давай, инвокер обезруш. Подожди, не спеши. Не спеши. Сейчас раунд 35 будет. Боже, они его сносят пока что. Яичко. Хорошо, да, хорош, что ты его... Не знаю, ему, может, наверное, только тролль поможет. Но тролля он скипает, судя по всему. Ему 2 тролля в 2 звезды помогут. Там будет лютый урон. Минус 20. Ёшкин. 2 инсектоида его тупо душат. Да не скажи, что такая красивая катка у тебя уйдет в топ-3. Просто гребаный, дисбалансный антимаг. Ой, антимаг, Манки Кинг. Ну вот скажите, вот напишите в комментариях, нормально, что антимаг за 4 звезды душит вот такой вот стол? В 2 звезды. За 4 звезды, говорю, за 4 монетки, фиолетовая фигура душит вот такой вот стол Манки Кингом в 2 звезды. Ну, это адекватно? Это ни грамма не адекватно. Это тупизм полнейший.
Ё, ему еще такая хрень упала. Ну, кстати, вот этот вот предмет может ему помочь. Надо брошу, ну, брошку скипать. И надо, наверное, искать. Цепочка. Башер? А чё Башер? А чё Башер? Но я его прекрасно понимаю. Вы прикиньте, когда у вас такая вот катка, и вам настолько вот, ну, обидно. Вас тупо сносят. Так, поставил чернокнижников. Ему, на самом деле, ему могла бы помочь Энигма. Хотя нет, не могла. Хотя нет, могла. Если 2 Энигмы в 2 звезды бы пришло ему, то могло бы помочь. Но тоже, я такой сейчас, ну, интересный. Я говорю о том, что ему бы пришло 2 Энигмы, 2 звезды без золотых мехов. Ну, серьезно? Нормальный чел? Но зачем ему Башер? Я не пойму. Башер же он не будет работать, только если они впритык подпрыгнут. А и то, Манкин же, он же не будет подпрыгивать впритык. А что это за красная хрень горит? А что это за красная хрень горит? Да, одного вынес. Вынес. Вынес эту тварь. Одного ты вынес. No good, Это картина. no evil, only darkness. Инвокер. Есть... When you look into the abyss, Да А, ну, в принципе, да. Ну, можно было бы инвокера апнуть. Подожди, ну... Я думаю, он поспешил. Я думаю, он уже так обрадовался. Я думаю, что он поспешил. Но я не знаю. Башер же, он не работает. Он работает вокруг тебя. То есть тебе нужно бы Башер передать, наверное, Мипарю. Пусть Мипарь прыгает и башит. Но он, наверное, скорее всего, взял Башер чисто ради урона. Вы, кстати, видели? Напишите мне в комментах, что это был за баф только что. Почему появился вокруг, ну, над ним какой-то бафчик? Я что-то этого момента не понял. no good, Апнул Нимгл 2 звезды, не поверил, что сможет выиграть. darkness. Яйцо! Хорош! Что это за красная хрень горит над ним? Давай! Давай! Давай, 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 да иди в задницу со своими станами! Да ну не! Да! Красава, просто, ну, взорвал просто двоих просто в клочья. Красава. Look up to the sky. The sun's rays have come down. Ну, жесткий, конечно, там Манки Кинг. Случайно подписался. Тоже чел жесткий. Но будем откровенно честными. 2 инсектоида, они на самом деле забавные. Ну, у одного предмета хороший, у второго хорошие предметы, но на скорости атаки у них нет абсолютно ничего. То есть они, наверное, уже списали его со счетов, а тут оказалось не тут-то было. И не, это очень классная, красивая каточка. Но самый абсурд вы видели. Челы на инсектоидах, имея вот такой вот стол, душили его стол. И если бы не метаморфоза с его огромным количеством хп, я думаю, он бы поплатился бы за все. То есть он бы вылетел в топ-3. Ну, ладно, может быть в топ-2, но у него бы не было такого огромного количества хп. Но в любом случае, там, да, если так посчитать, у него было 50 хп, осталось 74, по-моему, да, я не обратил внимания. По-моему, 74, ну, хрен с ним. Вот такая катка. Я получил уйму эмоций, мне понравилось. Поэтому, ребят, от вас я жду в комментариях фидбэк насчет того, как я комментирую каточку подписчика. Мне очень важно ваше мнение, насколько вам нравится, насколько не нравится, стоит ли продолжать эту рубрику, не стоит продолжать эту рубрику, потому что на самом деле я вот кайфую от таких вот, это реально необычная катка с хорошими эмоциями. Мне очень зашло, мне очень зашла, и жалко, что я не мог передать их вовсю. Жалко. Но на самом деле я иногда передавал, я прям чувствовал, что у меня, ну, прям... Я не могу эту боль передать, она противная, такая, знаете, как будто вам кожу рвут. Вот примерно такая же боль. В общем, Топ-нет, спасибо тебе за такую карточку, я получил тонну эмоций от своих подписчиков. Я жду, что вы дадите мне полноценный фидбэк насчет того, как я комментирую эту карточку, стоит ли продолжать данную рубрику и так далее, и так далее, и так далее. Все, жду от вас фидбэк. Поэтому, ребят, что вы считаете по поводу этой катки, вы тоже напишите в комментариях и поставьте свой лайк. Обязательно. Ваш лайк необходим для продвижения данного ролика, для продвижения моего канала и в целом мне самому приятно.
автор будет очень доволен. То есть я. Я буду реально доволен, если у меня будет под каждым роликом собираться много лайков. Поэтому, ребят, много лайков, много комментариев никогда не бывает. И кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписывайся на мой YouTube канал, потому что скоро 2000 подписчиков. И кто не подписан на мой Telegram канал, если что, он закреплен в описании под видео, также в комментариях он закреплен, а также на экране у вас появится QR-код. Кто не подписан, подписываемся. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!